Всем доброй ночи. Друзья мои, если вы практикуете магию, то должны знать следующее. У богов, духов и демонов не только нужно просить что-либо в своей жизни, не только нужно просить помощи, защиты, благополучия, здоровья, жизни и так далее. Не только нужно обращаться для того, чтобы помочь другим людям, очищать других людей с их помощью, но обязательно нужно их благодарить. Когда мы делаем добро, когда мы делаем что-то хорошее, какой-то красивый жест, поступок, нам очень нравится, когда нас благодарят, правда? И мы очень бываем недовольны, когда нам не говорят ничего хорошего, а иногда и делают зло взамен на то, что мы сделали доброе. Вот точно так же эти древние великие духи, которые намного развитее нас и древнее, конечно, у них чувства более совершенны, и они тоже ждут от нас благодарности. Не просто просить постоянно, получать и забывать говорить спасибо. Нужно откупаться, нужно отнести на перекресток обязательно монеты, мясо иногда. Самый такой оптимальный вариант, например, куриные сердечки, говяжьи там сердца. Можно так оставить, можно разрезать, смотря в каком ритуале что требуется. Но всегда нужно благодарить. Хотя бы словом благодарить. Иногда я задумываюсь о своей жизни и понимаю, что мне настолько раз бывало тяжело, очень тяжело, и какая-то абсолютно невидимая сила просто вытаскивала меня из многих кругов ада. Вы даже знать не знаете, и лучше вам не знать. Вы знаете, вот так садишься, и иногда наворачиваются слезы благодарности просто. Ты их не видишь, ты их не слышишь, но ты знаешь, ты чувствуешь, что кто-то рядом есть, который тебя слышит и помогает. Вы не представляете, насколько я благодарна этим силам. Они мои духовные родители. И можно сказать, что если мои родители дали мне жизнь и путевку в жизни, естественно, мое почтение и благодарность им бесконечна. Они для меня очень много сделали, как делает каждый родитель для своего ребенка. Каждый достойный родитель, я имею в виду. Но помимо того, что у нас есть физические родители наши, да, кровные, родные, есть еще духовные родители, поскольку мы приходим в этот мир очень злой, очень не готовы нас принять. Мы принимаем на себя очень много ударов судьбы, мы берем чужие боли, болезни иногда и всякое-всякое. И если бы у нас не было защиты и помощи, поверьте мне, мы бы не смогли неделю заниматься тем, чем мы занимаемся, поскольку мы связываемся очень страшными, очень темными силами. Я согласна, что они нас сами выбирают, что они не дают нам права выбора. На самом деле мы и думать не можем уйти из этого ремесла, но в то же время они нам помогают. Иначе толк, что тебе дали знания, тебе дали силу, и тебе ни в чем нигде не помогают, ты просто погибнешь. Ты не выплывешь с такими темными знаниями и с такими страшными всякими вещами, ритуалами, ты просто не выживешь, если тебе не будет помогать некая сила. И очень нужно им говорить спасибо, благодарность. Но слово спасибо я не очень люблю, это переводится как спаси Бог, но на самом деле спаси Бог, есть Бог Вселенной, но кто он на самом деле? Это совсем не тот Бог, который мы представляем. Может, с одной стороны, слово спасибо тоже не очень плохо звучит. Но, по крайней мере, благодарность нужно иметь как к силам, как к людям, как к обстоятельствам и прочее. Если вы замечали, человек, который вечно недоволен, человек, который постоянно за рулем ездит, материт всех, человек, который в магазине вечно недоволен, его там на 5 рублей больше обсчитали, человек, который в ресторане недоволен, человек, который не хочет платить ни копейки больше таксисту и так далее, и такому человеку ничего не приходит в жизни хорошего. Если что-то и приходит, сразу уходит. Будьте щедрыми, будьте благодарными, иногда будьте снисходительными. Обсчитали вас, может специально, может не специально. То есть есть вещи, которые можно великодушно, если ты личность,
а пойти стороной и сделать вид, что ты не замечаешь. Ведь мы тоже не безгрешны, правда? У нас тоже очень много своих ошибок, минусов. Считай, что ты так расплатился за свою там что-то нехорошее сделанное. По сути, так и есть. Вот. Но вместе с тем, даже если ты простой смертный человек, всегда благодари Вселенную, благодари того Бога, которому ты веришь, в конце концов. Но есть некая сила, которая тебя сопровождает по судьбе, по жизни. Всегда будь благодарен этой силе. Что бы ни случилось, у тебя есть испытания или что, вот поверь мне, чем больше ты будешь говорить благодарственные слова, чем больше будешь ценить и будешь признателен за все, тем больше хорошего тебе будут давать, тем больше будут усиливать, помогать и никогда не дадут тебе уйти на дно. Тысячи людей вокруг тебя уйдут, но ты будешь стоять твердо на ногах, потому что ты не забываешь о них. Итак, я сюда на алтарь расположила вот 3 божества. Кали, Бафомета – это воплощение тьмы, я уже о нем рассказывала, не будем заново об этом. И матерь Геката, она матерь всех колдунов, ведьм, она же и хранительница очага семьи, у нее нож в руке, это медицинский нож, то есть это нож, которым разрезать пуповину ребенка, то есть она даже за плодовитой женщины отвечала, это мать богиня, защитница семьи на самом деле. Про каждого из этих божеств я рассказывала. Если вам интересно, просто можете набрать, посмотреть. Просто я взяла их не на авось, а к кому я чаще обращаюсь, к кому мне приходится иметь дело, вот тех я поставила. Хотя другие силы я тоже абсолютно не ставлю на второй план. Поскольку на алтаре у меня не поместятся все мои боги и демоны, вот. Еще раз повторю, что мы не статуэтки кланяемся и не статуэтки говорим спасибо, мы просто усиливаем нашу связь, представляя, вот сразу подключаясь к силе этого демона и этого божества, этой силы. Демонами их, в принципе, христианство сделало, просто духи силы. А для этого нам нужно нечто похожее на человека или на животное, чтобы легче было с ними контактировать. Итак, начнем. Нужно обкурить благовоние, поскольку они усиливаются от природных вот этих запахов, а масла и благовония это все создано из трав. Вы все знаете прекрасно. Обкуривай, читаем. Может, напоминает индуистскую традицию, но на самом деле это общепринятая традиция обкуривать. В церкви точно так же обкуривают, только там по-другому, вот так туда-сюда качают нечто. Вот. Но обкуривание – это древняя традиция. И все, что пришло к новым религиям, это все пришло из древности, из древних веков. Те же свечи, тот же огонь, стихия огня. Никогда не спрашивали, почему на кладбище мы ставим свечи, я вам объясню. Потому что огонь – это сила, энергия, и для того, чтобы мертвый приходил и вступал в контакт с живым родственником, чтобы принял этот дар, чтобы хоть на время находился рядом, нужно было его заманить, переманить только силой, то есть давая ему какую-то еду, какую-то энергию, которая поможет ему прийти и там стоять и выслушать. А огонь как нельзя, кстати, для этого подходил, поэтому сожигали огонь, давали силу огня мертвой душе, которая приходила, становилась и слушала родственника. Как правило, ходили на кладбище для того, чтобы что-то попросить, а для этого нужно было вызвать эту силу. А потом это просто стало традицией, как воспоминание, зажигаем огонь или свечу, поминаем людей. Вот и все. Итак, встану я простоволосая и босоногая, и вознесу голос благодарности пред темным алтарем. Примите мой поклон,
знак нерушимой клятвы моей, данной вам, будьте благословенны. Моя благодарность вам вечна. Благодарю вас за силу, благодарю вас за знание, благодарю вас за власть над живыми и нежитем. Славьтесь, раскрою свое сердце, раскрою свой разум, раскрою свою душу и приму вас туда, до скончания моих дней. Примите мои подношения вам, жертвую от сердца. Примите, благословите, да будет во благо мне подношения мои, о Матери Богини, о Боги Отцы, духи всех сфер и всех сторон света, демоны и силы, высшие духи и низшие духи. Всех благодарю. Примите мои подношения и жертвы и благословите мои труды. Славьтесь в веках. Великие древние силы рассуждания, будьте благословенны. Правьте вечно. Клятва моя нерушима. Сердце мое, разум мой, душа моя принадлежит вам. Будьте благословенны. Примите мои дары. Я славлю вас, я благодарю вас, я поклоняюсь вам, я вечно верна и нерушима клятва моя, и нет мне дороги обратной. Я с вами, я рядом, я ваша навеки. Славьтесь, славьтесь, славьтесь. И вот, когда вы это сказали, может пойти очень сильное тепло по спине и по ногам. Это нормально. Присутствие таких сил иногда дает о себе знать вот такими вот знаками. Но если для вас это будет немножко шоком и страхом, я человек, привыкший ко всему этому, просто вам констатирую факт, чтобы вы знали. Но я советую для тех, которые нашли в себе уже эти знания, да, недавно, начать с малого благословения, а когда вы уже считаетесь мастером своего дела, когда вы уже поднялись на ступень мастерства определенную, то можете провести более серьезные ритуалы благодарения богам, духам всех сфер. Всего вам доброго, спокойной ночи.